Говорят, в дикой природе нет существа опаснее зверя. Но жизнь не раз доказывала обратное. Самые жестокие хищники нередко ходят на двух ногах, говорят вежливо и носят дорогую одежду. А тот, кого принято бояться, иногда оказывается единственным, у кого еще осталось чувство справедливости. Эта история случилась в глухих северных лесах, где старый смотритель заповедника остался один против человеческой алчности и получил защиту оттуда, откуда ее невозможно было ожидать. Старик по имени Савелий прожил на своем участке почти полвека. Лес был для него домом, а звери – молчаливыми соседями. Однажды весной, обходя территорию у оврага, он услышал слабый, рвущий душу писк. Внизу, в старом металлическом капкане, бился маленький медвежонок. Лапа была зажата, силы почти на исходе. Савелий понимал, где-то рядом должна быть мать. Одно неверное движение, и он не жилец. Но уйти и оставить живое существо, умирать он не смог. Старик укрыл малыша курткой, разжал заржавевшие зубья ловушки и обработал рану тем, что было под рукой. Когда он закончил, лес затрещал. В нескольких шагах поднялась огромная медведица. Савелий приготовился к худшему. Но зверь не напал. Она принюхалась, посмотрела на человека долгим тяжелым взглядом, забрала детеныша и исчезла в чаще. В тот день старик еще не знал, что только что получил второй шанс на жизнь. Прошли годы. Иногда рядом с домом он находил огромные следы. Чужие сюда не совались, говорили, что в этих местах хозяйничает страшный зверь. Но Савелия он не трогал. Иногда старик оставлял угощение на старом пне, и к утру оно исчезало. Однажды тишину нарушили машины. К дому подъехали два черных внедорожника. Из них вышли уверенные, шумные мужчины. Их главный сообщил просто: земля теперь принадлежит другим людям. Здесь будет закрытая база отдыха. Старику велели убираться. Когда Савелий попытался возразить, его толкнули в грязь. Один из пришлых достал канистру с горючим. Старик стоял, понимая, что против них он ничто. И тогда лес взорвался ревом. Из чащи вырвался гигантский бурый медведь. Его шерсть стояла дыбом, а на передней лапе белел старый шрам. Люди застыли от ужаса. Зверь не кинулся на них, он ударил по машине. Дорогой металл смялся, словно фольга. Люди с криками бросились в рассыпную. Медведь поднялся на задние лапы и зарычал так, что дрогнула земля. Это был не просто гнев, это был запрет. Когда чужаки скрылись, зверь повернулся к Савелию. Они смотрели друг на друга несколько мгновений. Потом медведь фыркнул и ушел в лес, спокойно, как хозяин, знающий, что порядок восстановлен. Больше никто сюда не приезжал. Слухи разошлись быстро. Место это проклято, а старика охраняет сам дух леса. Савелий лишь вечером, как обычно, вынес миску с медом к старому пню. В тот день он понял простую вещь: благодарность и память живут не только в людях. И пока человек остается человеком, сама природа встанет на его сторону.